На дворе конец мая 2023 года. Мир уже оправился от последствий пандемии. Помните, был пару лет назад такой глобальный коронакризис? А сейчас даже слабые экономики показывают так называемый восстановительный рост. Это естественный процесс, за спадом следует подъем. Так должно было быть и с Россией. Пусть очень скромный, но осязаемый рост благосостояния должен был быть и у нас. Миллионы российских граждан сейчас должны были быть озабочены планированием отдыха за границей. Именно отдыха, не иммиграции. А те наши соотечественники, на чью месячную зарплату не купишь даже один авиабилет, должны были проводить летние отпуска со своими семьями. Пускай даже в пределах своего региона, но все равно отвлечься от изнурительной работы с унизительным окладом. Уделить внимание своим детям и пожилым родителям. Не ходить с оружием по чужой территории и не лежать в чужой земле. Вот уже 15 месяцев в Европе идет крупнейшая война со времен Второй мировой. Мы говорили раньше и повторим снова простую истину. Путин хотел ударить по Украине, но он, никого не спрашивая, просто взял всю нашу страну и ударил ее об Украину. Сегодня мы поговорим не только о том, что произошло с Россией за 15 месяцев, но и о том, что лишь чудом не произошло, благодаря редкому стечению обстоятельств, однако могло произойти. Наверняка вам знакомо это чувство. Вы избежали какой-то очень крупной неприятности. Ситуация разрешилась благополучно, но при одной мысли о том, что все могло случиться иначе, вас охватывает не воображаемый, а совершенно настоящий ужас. Чаще всего такой страх бессмысленен. Зачем же бояться того, чего нет в действительности? Но в вопросах войны и мира это очень даже полезная эмоция. В конце 1962 года, когда завершился Карибский кризис, он же Кубинский ракетный кризис, подлинный ужас охватил весь земной шар. Все задумались, а что если бы не пронесло? Страх вынудил противоборствующие стороны поумерить свою воинственность. Сейчас всему российскому обществу было бы полезно представить себе альтернативный сценарий нынешней войны и по-настоящему ужаснуться перспективам, которых удалось избежать невероятным образом. Начнем сначала. 24 февраля 2022 года Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. С этого момента именно он, как инициатор войны, стал определять характер военных действий, задавать планку людоедства. Войну против ВСУ Путин очень быстро конвертировал в войну против всего украинского народа. Российские силы частично или целиком уничтожают украинские города. Это типа приемлемый метод, по их мнению. Вспомните, сколько продолжался штурм Мариуполя. Сколько продолжался штурм Солидара, сколько продолжается штурм Бахмута, Северодонецка. Как вы думаете, как долго и какими средствами будут продолжаться штурмы по-настоящему больших городов? Вы представляете, что будет с Харьковом, например, когда мы его будем штурмовать? Представляете? Нет? Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет. Задача заморозить украинцев зимой, устроить им гуманитарную катастрофу по всей стране декларировалась открыто и на официальном уровне. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? А призывы массово уничтожать украинских граждан, хоть и не звучат из уст главы государства, но считаются допустимыми в федеральном российском теле- и радиоэфире. И этих спикеров никто не осаждает, за исключением единственного одного случая с Антоном Красовским, который призывал топить и жечь украинских детей. Но и он понес не уголовную и даже не административную, а всего-навсего дисциплинарную ответственность в Russia Today. Владимир Путин и его информационная обслуга установили негласные правила игры на этой войне. Десятки спящих людей убиты под покровом ночи в своих домах в Днепре, Умане и Часовом Яре. В их дома прилетели российские ракеты. И это типа нормально. Ракетами, снарядами и дронами камикадзе уничтожены целые районы в Харькове и Чернигове. И это тоже типа нормально. Такие города, как Мариуполь, Волноваха, Марьинка, Бахмут, Солидар, Попасная полностью стерты с лица земли. Путинские войска превратили восток Украины в лунный пейзаж. Но трагедии происходят и на западе страны, вдали от линии фронта.
происходят целенаправленные атаки по тылу. Только вспомните, например, удар по центру Винницы. 27 погибших и почти 200 раненых. Развязывая войну, агрессор не только совершает преступления. Агрессор раскручивает спираль насилия, подталкивает обороняющую сторону к ответным действиям за гранью человечности. И могла ли Украина вести против России такую войну, какую Путин ведет против нее? Да запросто. Если украинцы способны запустить беспилотники со взрывчаткой даже в шпиль Сенатского дворца Московского Кремля, то чего им стоит пульнуть в жилой квартал, где не нужно ни преодолевать систему ПВО, ни точно прицеливаться? Запустив беспилотник в густонаселенный район, ты никак не промахнешься. Если буквально каждую неделю в России таинственным образом загораются режимные объекты, топливные склады, предприятия ВПК, то чего стоило украинской стороне совершить ошеломляющую диверсию против российской гражданской инфраструктуры, например? Или часто их совершать? Сам Путин заявил ведь, что это в рамках правил игры. Чего бы стоило украинской стороне взрывать дома в России в таких количествах, что теракты чеченских боевиков в 99-м показались бы цветочками? Ведь российские пропагандисты сами продвигают тезис: на этой войне нормально уничтожать жилые дома. Если в России сейчас летят под откос товарняки, то чего бы стоило украинским диверсантам то же самое сделать с пассажирским поездом? Недавний рейд в Белгородскую область наглядно показал, что у Украины развязаны руки. Путину буквально нечем ответить. Украинская сторона может делать на территории России все, что угодно, и не бояться никакого возмездия. Путин не сделает ничего сверх того, что делал до этого. Владимир Путин за 15 месяцев войны создал ситуацию, при которой наша страна могла быть утоплена в крови российских граждан. И не просто могла быть. По опыту больших войн, а перед нами не локальный конфликт, но большая война между двумя крупными государствами. Так вот, по опыту таких войн чаще всего именно так и случается. То, что с российскими городами сейчас не происходит всего того, что происходит с городами украинскими, это вовсе не что-то само собой разумеющееся. Это уникальное стечение обстоятельств. Путин создал ситуацию, в которой Украине пришлось вооружить более 1 миллиона человек. Среди них наверняка нашлись бы люди, которым даже отдельного приказа не нужно, чтобы принести ад на российскую землю. Особенно на ту часть России, куда легко достают обычные снаряды и крупнокалиберные минометные мины. Война принуждает обороняющуюся сторону давать военную технику тем, кому в мирное время не продали бы даже пневматический пистолет. Война порождает людей, которые жаждут отомстить за своих родных и близких в геометрической прогрессии. Даже самым добрым и эмпатичным людям война может сломать психику. У украинских женщин и детей, гибнущих под российскими ударами, есть мужья, отцы и братья на фронте. В звании от рядового до генерала. Кому ненависть затмила глаза, тому ничего более не нужно, чтобы вдарить по вражескому городу по принципу око за око. Но вместо этих жутких сценариев мы видим, как в современной Украине наибольшую популярность получают лидеры мнений, которые не торгуют ненавистью, а призывают свою же армию к самоограничению. Взять того же Алексея Арестовича, который как мантру повторяет: «Мы европейская армия европейской страны. Если мы начнем воевать путинскими методами, то сами пойдем на темную сторону и проиграем». Это уникальная ситуация. Обычно на войне раскручиваются самые людоедские, а не самые умеренные голоса. Мы видим, как западные союзники ставят Украине жесткие условия. Они дают вооружение только под гарантию, что ВСУ не станет целенаправленно убивать российских граждан. В отношении отдельных систем вооружения условия Запада звучат еще более жестко. Если ВСУ станет бить по российской территории в ее международно признанных границах, вооружений не будет. Мы воспринимаем рамки, которые страны Запада устанавливают для Украины, и Украина сама для себя, как нечто само собой разумеющееся. Но это не так. Это уникальная ситуация. Джозеф Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон вообще-то не несут ответственности за жизни российских граждан и сохранность российских городов. Почему это должно их интересовать? Они совершенно спокойно могли бы представлять Украине военную технику и боеприпасы без каких-либо условий и ограничений. В свете недавнего рейда в Белгородскую область каждому из нас нужно понять: российские города до сих пор целы, российские мирные граждане до сих пор массово не гибнут только благодаря доброй воле иностранных государств. Владимир Путин не просто развязал войну, но и определил для нее такой уровень бесчеловечности, что Украине хватило бы лишь на 5% ответить России той же монетой, чтобы погрузить нашу страну в кровавый террор. И Украина может это сделать.
Путин совершенно не задумывался, а что если бы Украина стала применять методы агрессора против самого агрессора? Что бы агрессор тогда делал? Кричал бы, как в старом анекдоте, а нас-то за что? Нет никакой заслуги Путина в том, что многие граждане России, и далеко не все, могут жить так, будто нет никакой войны. Это лишь удачное стечение обстоятельств. Заслуга Путина состоит в другом. В том, что у многих уже погибли мужья, братья, отцы и сыновья. Перефразируя Ремарка, для каждой отдельно взятой семьи это трагедия, а для государства статистика. Путинская война прицельно уничтожает и без того дефицитный актив – здоровых и трудоспособных мужчин. Каждый месяц этой безумной войны отбрасывает нас все дальше к середине 20 века, когда любой здоровый мужчина воспринимался как большая редкость и ценность. Но не в силу личных качеств, а просто потому, что он живой, с руками и ногами. Такие ненормальные ситуации, вызванные рукотворными демографическими катастрофами, здорово развращают нацию. Путинская война не только убивает людей, это настоящий конвейер по производству людей с инвалидностью. Во всем цивилизованном мире лучшие умы борются над проблемой, как бы сделать так, чтобы на каждого иждивенца приходилось побольше работающих людей. Но в это время что делает Путин? Берет работоспособных людей и превращает их в людей, которые до конца жизни будут зависеть от пособий и соцподдержки. Это проблема не на годы, а на десятилетия. А помимо людей с инвалидностью множится число сирот и пожилых граждан, которым любимый сын в старости уже не поможет, потому что навсегда остался где-то под Бахмутом. Особенно поразительно то, как путинский официоз, одни и те же говорящие головы умудряются сочетать в нем два нарратива. Нарратив первый – как здорово, что Родина наконец-то очищается, что вся эта айфонно-соевая молодежь выметается за границу. А нарратив второй – ой, а где же наша спутниковая группировка? А где же наши современные IT-технологии? Где же профессиональные кадры? Где? В Караганде. Потому что сейчас для молодого россиянина Казахстан выглядит гораздо более привлекательным и безопасным местом жительства, чем родная страна. Так вот, хочется дать путинскому официозу ответ. Во-первых, с чего вы, уроды, взяли, что компетентность идет рука об руку с абсолютной лояльностью? Во-вторых, вы же своей войной и репрессиями, своими же руками гоните из страны всех тех, кто может уехать. В первую очередь самых предприимчивых, амбициозных, которые знают, что нигде не пропадут. Караганда ли, Ереван, Тбилиси или Хайфа. Все лучше, чем Бахмут или Владимирский Централ. Чем вы можете привлечь нормального человека? В тюрьме сейчас на ужин макароны дают? Более мягкие условия содержания? Ну, знаете, с такими перспективами россиянин, умеющий делать детали и программное обеспечение для спутников, будет их делать не для России. Благодаря доброй воле Украины и ее союзников сейчас никто не бомбит Белгород так же, как Мариуполь. Ну, кроме самой российской авиации. Но ничьей доброй воли не хватит, чтобы сохранить все то, что уничтожает Путин. До завтра.